Привет, мой голодный друг. Сегодня мы будем делать Pringles двумя способами, а именно обжаривать в масле и запекать в духовке. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, а мы начинаем, погнали. Состав Pringles очень простой: картофель, растительное масло и 2 вида муки. Именно эти ингредиенты мы сегодня и будем использовать. В одной пачке Pringles помещается примерно 75 чипсинок. И чтобы сделать такое же количество, возьмем полкилограмма картошки и начистим ее. Это видео я ускорил. Затем нам нужно хорошенько помыть картофель. Как только промыли, кладем в кастрюлю, наливаем воду и ставим на газ. Варить картошку нужно примерно 20-25 минут, а проверить степень готовности можно ножом. Если он легко проходит сквозь картошку, можно выключать. Сливаем воду и достаем блендер. Включаем его в розетку. Затем закидываем всю картошку в блендер и измельчаем ее до состояния пюре. Примерно 30 секунд будет достаточно. Как только картошка превратится в однообразную массу, переливаем ее в отдельную миску и добавляем 3 столовых ложки кукурузного крахмала. Перемешиваем все это до однородности, чтобы получилась вот такой вот консистенция масса. Следующим шагом берем противень и застилаем его пергаментной бумагой. И затем на небольшом расстоянии друг от друга начинаем выливать нашу получившуюся массу. А чтобы упростить процесс, можно взять 2 целлофановых пакета и сделать из них кондитерский мешок. Затем застилаем вторым слоем пергаментной бумаги. Как только накрыли, берем стакан с плоским дном и формуем чипсы. Я немного ошибся с расстоянием между чипсами, поэтому мне пришлось попробовать еще раз. Повторяем все те же самые действия. Берем лист пергамента и уже с большим расстоянием выливаем на него нашу смесь. Накрываем вторым листом пергамента и точно так же стаканом с плоским дном формуем тонкие чипсы из этого теста. Выпекать нужно около 10 минут при температуре 170 градусов. Готовые чипсы должны с легкостью отходить от пергамента. Давайте приготовим Pringles вторым способом. Картошку можно сварить и в микроволновке, это гораздо проще и быстрее. Для этого необходимо ее почистить, завернуть в пакет для запекания и готовить в микроволновке примерно 7 минут на максимальной мощности. Достаем картошку из микроволновки, перекладываем ее в миску и превращаем в пюре. Затем добавляем 2 ложки кукурузного крахмала и 1 ложку пшеничной муки и перемешиваем все до однородной массы. Как только тесто станет плотным, мы можем вымешивать дальше руками.
Затем раскатываем тесто по столу в тонкий слой и вырезаем кружкой круглые формы. По точно такой же технологии работает завод Pringles. Специальный большой нож разрезает тесто на равные куски, а остатки идут на второй круг. Перед погружением в масло нужно еще раз раскатать тесто. А чтобы тесто не превращалось вот в такую картошку, в нем нужно сделать вилкой немного отверстий и жарить в кипящем масле примерно 10-15 секунд. И вуаля, чипсы готовы. Безусловно, чипсы получились вкусными и хрустящими. Но, учитывая, сколько времени было потрачено, могу сделать лишь один вывод. Не нужно страдать хуйней, и лучше просто купить в магазине. Но способ, который я представил, рабочий. А если понравилось видео, ставь палец вверх, жми подписаться, а с вами был Шеф, пока.